В этом выпуске мы станем гостями Пинда Маунтин Лодж, что находится на земле одного из древнейших африканских племен – зулусов. На себе прочувствуем, что такое настоящее африканское сафари в лакшери-исполнении. Узнаем, зачем носорогам спиливают рог, и так ли опасны львы, как нам кажется. Почему после 18 часов по территории лоджа можно перемещаться только в сопровождении рейнджера с оружием, что подают на ужин в африканском стиле и как отыскать гепарда. Это ЮАР, национальный парк Пинда, и с вами вновь я, Сергей Завидов, который уверен, что в данный момент вы ставите лайк и подписываетесь на канал. А это значит, что пора начинать. Мы мчим по-прежнему по Южноафриканской республике, по земле зулусов. Да, во время царствования зулусов, особенно в 19 веке, эта область была наполнена конфликтами и борьбой за власть, в том числе войнами за территорию, проводимыми королем Шака Зулу. Зулусы известны своим богатым культурным наследием, в том числе традиционными ритуалами, танцами и ремеслами. И едем мы в национальный парк Пинда, который по праву является одним из самых известных заповедников дикой природы в Южной Африке, расположенный в провинции КваЗулу-Наталь. Парк занимает около 28 тысяч гектаров и славится своим разнообразием экосистем и уникальными ландшафтами, включая саванны, леса и водно-болотные угодья. И даже еще не прибыв на место и не отправившись на сафари, мы уже вовсю погрузились в африканский мир животных. Такого у нас еще не было. Мы подъезжаем к лоджу, который принадлежит компании And Beyond. Нас встречает приветливый персонал лоджа, и пребывая в предвкушении от того, какое приключение нас ждет впереди, мы смело шагаем на землю этого роскошного и стильного пространства. И пока мы заполняем анкеты и осматриваемся, расскажу немного о компании, которая владеет всем этим хозяйством, какие здесь предлагаются услуги и другие важные моменты. Компания And Beyond – это ведущий оператор по организации сафари, который управляет несколькими курортами и заповедниками в Африке и в Индии. Она была основана в 1991 году и известна своим вниманием к экологии, и все эти годы показывает устойчивое развитие в отрасли сафари-туризма. На территории парка Пинда компания управляет несколькими роскошными лоджами, предлагая уникальные возможности для наблюдения за дикой природой и культурные программы в совокупности с респектабельным отдыхом. Итак, нам провели брифинг о том, что нам здесь предстоит, и из него вынесли несколько очень важных моментов. Первый, то, что после 6-30 часов вечера передвигаться самостоятельно нельзя, потому что мы живем в дикой природе, и хищники могут прийти сюда. Поэтому это правило номер один. Правило номер два, здесь очень много обезьян, и они могут попытаться своровать у вас из номера сахар, ну и все, что плохо лежит. Поэтому нужно закрывать всегда окна и двери. Попав сюда, все гости с самых первых минут окружены заботой и вниманием со стороны всего персонала. У каждой группы есть свой куратор, есть свой рейнджер и официант, который решает любые вопросы по еде, напиткам и бытовым нюансам. Думать о еде здесь не нужно, у вас полный пансион. Ранний легкий завтрак в 6 утра, после утреннего сафари завтрак поплотнее в 9, потом полноценный обед. Перед выездом на послеобеденное сафари это в 15:30 чай, кофе, снеки, фрукты. По приезду с сафари это в 19:30 ужин. Притом раз в несколько дней они делают особый ужин, но о нем я расскажу подробнее несколько позднее. Но и обычный ужин также имеет свой колорит, поскольку зулусы отличаются своими необычными танцами, песнями. В общем, народ крайне позитивный и веселый. С напитками здесь тоже все прекрасно. Вино в винной стране льется рекой. Также популярным напитком из местной флоры является знаменитый ликер Амарула. Девочки его оценили. Джин, виски, коньяк – все по вашему хотению и велению.
Соки, газировки, вода – тоже все в неограниченном количестве. Территория лоджии состоит из общего пространства, в котором есть и уютный бар, и ресторан, сувенирный магазин, спа-центр, бассейн Infinity с видом на саванну и зона в национальном убранстве, где проходят колоритные званые ужины. Гости размещаются в виллах. Есть виллы семейные, есть для двоих. Все они находятся на удалении друг от друга, и у каждой виллы своя приватная зона. Кроме обезьян и других животных, никто к вам не придет. Ну что ж, добро пожаловать на рум-тур нашего жилища в лодже. Вот это номер. Так, ребята, внимательно смотрим. Ну что ж, сразу на входе зона для поработать, посидеть, подзарядить гаджеты, колонка Marshall, крутая, светильнички, информационная табличка, где написаны телефоны, что как работает. Далее, смотрите, здесь прям у нас настоящий бар. Джин, вино, вискарь, вот этот ликер Амарула, уже лед лежит, все для приготовления коктейлей, водичка. Так, что у нас тут еще? Ух ты, мини-барчик. Так, ну тут напиточки, винишко, это все, кстати, включено. Очень приятно, когда так. Зона хранения достаточно большая, много шкафчиков для того, чтобы все разместить. Ну и дальше переходим в зону спальни. Посмотрите, такая огромная большая кровать, с которой открывается потрясающий вид на природу. Можно выйти на, так сказать, террасочку. Здесь есть столик. Вы здесь можете сидеть, вам никто не мешает. Потолок тоже очень антуражный, в деревянном стиле. Там есть и вентилятор, и кондиционер, который оформлен так очень красиво над специальными интерьерными такими горшочками. Переходим, так сказать, в ванну, но ванна — это слово не совсем подходящее для этой комнаты. Это настоящий спа-центр, потому что здесь мы видим огромную ванну, с которой открывается потрясающий вид на террасу, на природу. Тут есть даже небольшой бассейнчик, или купе. Мой додер на 2 персоны. Есть душ. Вот, пожалуйста, халатики. Ну, конечно, куда же без них, когда у вас тут такая красота. И ванна, и, так сказать, бассейн. Ну, теперь не терпится выйти и посмотреть на террасу. О, красота. Здесь есть собственная купель, лежаки. Да, ну и тут, смотрите, есть еще такой садовый душ для того, чтобы ополоснуться после купели. Но, в общем, лодж мне очень понравился. Номер комфортный, у детей, собственно, такой же. Поэтому самое главное теперь найти время, чтобы этим всем попользоваться. С размещением, думаю, все понятно. Теперь давайте уже перейдем к активностям, которые предлагаются здесь. Самое популярное – это сафари в классическом виде, когда гости рассаживаются по сафари-джипам, рассчитанных на 8 человек, и отправляются в утреннее и послеобеденное время на изучение дикой природы. Помимо этого есть трекинг-сафари, когда вы в сопровождении рейнджера по специальным тропкам идете в дикую природу с той же целью. Есть возможность отправиться в деревню к зулусам, чтобы познакомиться с их традициями и бытом. Можно поехать на морскую прогулку. И еще здесь есть вот такая опция – ночевка под звездами в дикой природе. Ух, вот это интересно, конечно, и меня это очень заинтересовало. Но тут во мне сыграл жлоб, потому что когда ты платишь огромные деньги за размещение в этом крайне недешевом лодже, уходить с модной виллы, спать под кустик – как-то я еще не созрел до такого. Видимо, это следующий уровень, и до него нужно еще дожить. Поэтому мы остановились на классическом сафари. Так, ну все. Разместились, переоделись. И теперь можно двигать на сафари. За нами закрепили рейнджера по имени Стив и его помощника Сипо.
Мы выходили в зону посадки на джипы, и ни о чем, кроме камер, нам думать было не нужно. Бинокли? Пожалуйста. Теплые пледы? Пожалуйста. Уверен, что если бы пошел дождь, нам бы выдали дождевики. Так, ну и пока мы собираемся, Стив раздает бинокли всем. Давайте расскажу, из чего состоит вот этот сафарийный автомобиль. Он построен на базе Land Cruiser, дизельный моторчик. У него нет крыши, сделаны специальный подиум для того, чтобы люди могли смотреть чуть выше водителя. Ну и, собственно, у него 3 ряда по 3 человека. То есть здесь может уместиться 10 туристов. И вот это место для второго рейнджера, который наблюдает. Но мы решили, что это приманка. В общем, человек-приманка сидит здесь. Стив нам рассказал о технике безопасности и о правилах поведения во время сафари. Здесь мы провели в общей сложности 2 суток, и у нас было 2 послеобеденных выезда и 2 утренних. Пока мы едем, расскажу про то, чем славится сафари в Пинде. Ну, во-первых, тут много очень редких птиц, и это настоящий рай для орнитологов. Только представьте, 436 видов. У Стива на этот случай есть книга, в которой есть описание всех птиц, обитающих здесь, и животных. И он часто нам показывал того или иного представителя пернатых по книге. Касаемо животных, то в первую очередь это Big Five. Все охотники знают, что это такое. Для непросвещенных поясняю. Это большая африканская пятерка. Лев, леопард, буйвол, слон и носорог. Заповедник также известен наблюдением за гепардами и черными носорогами. Несмотря на то, что это уже 3-е наше сафари, ни носорога, ни гепарда, ни леопарда мы еще не видели. И в данный момент пребываем в предвкушении от встречи. Мы отправляемся в буш. Стив лихо управляет джипом, а его помощник сидит на раскладном кресле впереди. Так же, как и на охоте, мы начинаем изучать следы и экскременты животных, чтобы понять, как давно они здесь были и, собственно, кому они принадлежат. Именно про это Стив сейчас и вещает. Нашли какахи носорога, которыми он, собственно, помечает свою территорию. В общем, носорог здесь точно есть, и это один из способов закрепления за собой своей территории. Отправляемся дальше. А эти милые птички – цесарки, которые в данный момент ищут еду в виде различных насекомых. Регулярно попадаются антилопы, притом разные, от небольших рыжих импал до более крупных ньола и кудо. Кстати, если присмотреться на заднюю часть конструкции импалы, то можно увидеть, что расцветка очень напоминает букву «М» в логотипе Макдональдс. Стив в процессе обнаружения новых видов животных сразу брал планшетку и рассказывал нам про то, чем отличается особь мужского пола от женского, и давал много другой полезной информации. И вообще, африканский английский очень легко ложился в ухо. Честно скажу, понимать англичан и американцев гораздо сложнее. Помните, я говорил про ликёр амарула? Так вот, он делается из плодов вот этого дерева. Оно так и называется – Amarula Tree. Помощник Стива обнаружил следы. Действительно, след говорит о том, что лев очень большой. Как бы это ни звучало странно, но увидеть хочется этого большого льва. Пока искали льва, нашли жирафа, который в данный момент питался листьями деревьев. И снова антилопа ньяла. Вот этот здоровый – это самец. Самочка поменьше и посветлее. Тут же поблизости находился буйвол. Это здоровый самец. Определить его пол можно по рогам. У самцов они выполнены как шлем. Наш гид объяснил нам, что, скорее всего, на него вряд ли будут нападать львы, потому что они здесь не живут большими прайдами. А чтобы такого мощного буйвола завалить, нужно большое количество львов. Поэтому львы здесь предпочитают разного вида антилоп. Их, во-первых, больше, во-вторых, их легче задрать. А вот это и есть кудо. Видите спиралевидные рога? Это их отличительная черта. Увидел нас, судя по всему, напугался и убежал. Все естественно.
А вот и первая увиденная зебра, которая стоит и чешется от дерева. Выглянуло солнышко, стало и теплее, и веселее. И на дорогу выбежали ушастые антилопы. Стив рассказал, что у них очень хороший слух. Так оно и так понятно. А вот посмотрите, какая модная птичка. Самые нетерпеливые, наверное, уже негодуют и думают, где же обещанная пятерка? Что ты нам тут гламурных дроздов показываешь? Терпение, господа, сейчас все будет. Это же вам не зоопарк. Животные тут колышком не привязаны, и госпожа Удача здесь очень важный персонаж. Но мы вели себя хорошо, не косячили, да и Стив с помощником были профи высочайшего уровня. И как результат, мы кое-кого нашли. Мы нашли львов. Львы в тени, вон они. Офигеть, их там целый прайд. Капец, расстояние 2 метра. Идет к нам. Ужас. Вы это видите? Капец. Столько львов. Скажу честно, поначалу я очень себя неуютно чувствовал, поскольку я был самый ближний ко львам. Особенно когда одна мамашка пошла в мою сторону, было страхово. Но этим-то и ценны эти моменты. Наш рейнджер сказал, что они сейчас отдыхают, а вечером, скорее всего, отправятся на охоту. 3 львицы и 3 львеночка. Так спокойно лежат, на нас смотрят, а мы на них. Это было незабываемо. Видеть этих мощных хищников в состоянии умиротворения. Дети игрались и ласкались, а мамки проявляли спокойствие и легкую настороженность. Но скажу, что здесь, в буше, все проявляют настороженность, и даже львы, потому что всегда кто-то кого-то сжирает. Поверьте, и львам есть кого бояться тоже. Но в данный момент их ничто не беспокоило. И даже мы, хотя нас стало больше, целых 3 джипа. Стив, когда нашел львов, немедля сообщил по рации координаты, для того, чтобы другие экипажи могли также полюбоваться львами. Здесь такие правила. Кто нашел, тот сообщает остальным. Мама львица внимательно и долго смотрела на нас, а мы на нее. В ее глазах читалось некое недовольство происходящим, и она демонстративно встала и отошла чуть дальше от нас. Но идиллия продолжалась. Дети вовсе на нас не обращали внимания, да и остальные самки тоже. Программу по львам мы закрыли. Едем по программе леопардов. Пока-пока. Что, может, одного возьмем с собой? Ну так вот. Люди смотрят на львов, львы на людей. Никто никому не угрожает. Все получили удовольствие от наблюдения. Это, конечно, такие чувства, которые желаю пережить каждому. Одновременно и восторг, и трепет, и страх. Понаблюдав за львами, мы поехали дальше. Ведь по сути мы закрыли только первый пункт из Big Five. Снова зебры и жирафы. Конечно, они вообще космические животные. Вот полюбуйтесь. А вот и пункт номер 2. Черный носорог. Это крупное и могучее животное. Он не столь велик, как белый, но все же внушителен. Достигает массы до 2,2 тонны. Длины до 3 метров 15 сантиметров. И это при высоте почти 1,5 метра. На голове его обычно 2 рога. Эти ребята, как назло, не хотели выходить на более удобную позицию для съемки. Но скажу вам откровенно, носороги на нашем сафари еще будут. Насмотритесь. А вот леопарда искать никто не отменял. Но перед поисками леопарда нас ждал большой сюрприз. Стив сказал, что сейчас сделаем небольшую остановку, чтобы попить.
В моем понимании попить означало выпить воды, ну или там чай из термоса. Но никто из нас точно не предполагал, что попить это прям вот так. Мы приехали на берег потрясающего озера на фоне заката. Вот такой стол со скатертью, с закусками, с бокалами, с таким баром, и даже лед есть. Ну, это просто сафари максимально крутейшего уровня. А то, что мы сегодня увидели, вы это уже увидели. Могу сказать, что впечатление меня переполняет просто напрочь. Да, вот что такое крутой сервис максимального уровня. Честно скажу, это очень круто. Мы все были в восторге, и в дополнение к увиденному и к приятному пикнику был вот такой потрясающий закат. Сипа прикрутил фароискатель, и начинается ночное сафари. Пока мы едем, давайте я расскажу, почему сафари проводится именно в определенные часы. Это с 6 часов утра и послеобеденная часть с 16:30. Потому что именно в вечернее время хищники начинают свою активность, а в утреннее ее заканчивают. Днем отдыхают, прячась от солнца. В этом мы с вами уже убедились. Хочется, конечно, увидеть настоящий экшен, но поверьте, это не так-то просто. И в Танзании, общаясь с операторами National Geographic, я узнал, что они могут в джипе сидеть сутками, вооружившись длиннофокусными объективами в ожидании нужных кадров. Первый ночной житель – кролик. Вслушиваемся в ночные звуки. Тут все, и цикады, и птички, и какие-то животные. Однажды мы даже слышали гиен, и от этого становилось не по себе. Никого не найдя, Стивен принимает решение поехать туда, где мы видели львов. Возможно, там и будет происходить что-то интересное. Мы аккуратно подъезжаем к тому месту. Сипа надел красный фильтр на фароискатель и перебрался назад. Мы видим их, львы на месте. Аккуратно подъезжаем, глушим машину. Сейчас подъехали к месту, где лежали львы. Мы думали, что они пойдут охотиться, а они охотиться не пошли. Они здесь лежат, и в лучах красного фонаря мы смогли понаблюдать за ними. Дети прячутся в буше, мамки лежат, выбрали позицию отличную как для отдыха, так и для ожидания своей жертвы. Поэтому если подойдет антилопа или еще кто-то, они ее, в принципе, заодно и захавают. Насмотревшись на львов, Стив достал лазерную указку и начал нам показывать на звезды, потому что здесь видны совершенно другие созвездия. Мне особенно запомнился Южный Крест. Так прикольно, сидишь, смотришь на звезды, а в 2 метрах от тебя лежат 3 здоровые львицы. Дальше мы вновь поехали на поиски леопарда. И вновь мы его не нашли. Досадно, конечно, но будем надеяться, что в утреннюю сессию он нам все же попадется. А пока нас ждет что-то особенное и интересное. Сегодня у нас настоящий ужин в стиле вообще огонь, потому что много мяса, огромные стейки, везде горит огонь. Мы находимся в таких каменных крепостных стенах. В общем, очень круто, и от этого настроение еще увеличивается. Но, как бы, говорить мы все умеем.
идемте возьмем большую тарелочку и пойдем отрежем правильный кусок мяса. Да, зона гриля выглядела особенно аппетитно. Тут вам и огромные томагавки, и другие популярные отрубы стейков. Помимо этого, здесь можно попробовать и мясо различных диких животных, в частности, некоторых видов антилоп. Ну что, пробуем стейк. Мясо очень вкусное, но жестковатое. Жестковатое оно, скорее всего, потому что откорм говядины, скорее всего, травяной, и жировых прослоек не так много. Но вкус у мяса однозначно есть. И в таком прекрасном антураже, замечательная компания, с таким прекрасным вином, любое мясо будет вкусным. А дальше было погружение в этнос-культуры зулусов. Выходим и осматриваемся, нет ли здесь хищников, а то еще сожрут прямо около дома. Потому что про утро ничего вроде не говорили, но про вечер говорили, что одним не ходить. Обязательно вызывать рейнджеров, чтобы они вас проводили. Идем. Периметр чист. Свет, иди вперед. Обычно мальчики пропускают девочек. О, так-то оно надежнее. Утром вставать, конечно, тяжело, особенно после вкусного и сытного ужина и накопившейся двухнедельной усталости. Но поверьте мне, рассвет в африканской саванне – это то, от чего нельзя отказываться. Наблюдать за тем, как просыпается природа, встретить восход солнца под чашечку ароматного кофе – это то, ради чего хочется жить. Слегка перекусив, отправляемся на утреннее сафари. Садимся в джипы. Также нам Стив проводит брифинг, раздает нам пледы, бинокли и едем. У нас много незакрытых позиций из нашей пятерки, а это значит, что все еще впереди. Большая удача. Мы нашли свежее слоновье говнецо. Это значит, 2 слона идут по нашей дороге. И, возможно, мы их сейчас найдем. А вот и третий пункт нашей пятерки. Слон. Тот, кто внимательно смотрит мои выпуски, знает, что одинокий слон – это либо беспредельщик, которого выгнали из стаи, либо слон, у которого сточился последний комплект зубов, и он отбился от стада намеренно и пошел умирать голодной смертью. Наш парень не сильно-то похож на Беззубого, поскольку с удовольствием наворачивает свежие побеги деревьев. А значит, этот добряк может быть вовсе и не добряк. Огромный, конечно, мужчина-слон, а рядом с ним летают птички. Кстати, рацион питания слонов около 300 килограмм ботвы в сутки. И надо заметить, что у слонов за все время вырастает 6 комплектов зубов. После того, как один комплект стачивается, сразу вырастает второй. Отправляемся дальше на поиски хищников. А вот сейчас встретили большое количество следов жизнедеятельности носорога. Поэтому есть вероятность, что они могут быть где-то поблизости.
Носорог, вон он. Да, это 2 черных носорога, и здесь отчетливо видно, что их рога спилены. Дело в том, что именно рог носорога представляет ценность для браконьеров. Нет рога, животное не убивают, поэтому это им сохраняет жизнь. А рядом стоит буйвол, который так же, как и носороги, с удовольствием поглощает травку. Продолжаем искать хищников. Стив и его коллеги увидели следы львов и пытаются понять, куда они направились. Решение принято ехать в сторону горы. Мне она напомнила гору из мультика «Король лев». Я представил, как на том здоровом камне восседает Симба и осматривает свои владения. В какой-то момент Сипа уходит с места наживки на задний ряд джипа. Это означает, что контакт с хищником очень вероятен. Максимально опасно находиться там, когда мы ищем львов. Он перешел в машину, и здесь главное правило — не вставать, потому что когда ты встаешь, начинаешь шевелиться, львы чувствуют агрессию и могут напасть на вас. Поэтому сидим, не двигаемся, смотрим и боимся. Сворачиваем с дороги и начинаем исследовать заросли. Львы в этом буше могут лежать, не подавая вида, и мы запросто можем проехать мимо них. Искали львов, а нашли носорога, маму и носорожонка маленького. А вот и наши любимые друзья – пумбы, да целый выводок. Пумбы пумбами, а у нас нет леопарда. Стив принимает решение отправиться на другую сторону парка. Тут ты вспоминаешь описание национального парка, что есть и прерии, и лесные зоны, и болотистые участки. Здесь более холмистый ландшафт, больше гор, немножко другие деревья. Это вносит разнообразие в нашу поездку. По пути попадаются антилопы. В основном это импалы и ньолы. Зебры встретились в достаточно большой колонии. На пригорке мы видим результаты какой-то деятельности человека и огромную толпу носорогов. Так много в одном месте мы еще не видели. Далее нам попадается жираф с детенышем. Его поведение нас насторожило. Такое ощущение, что с высоты он увидел какое-то движение и, возможно, он чего-то остерегается. А остерегаются жирафы хищников. А значит, уши востро и смотрим по сторонам. Скорее всего, это как раз гепард, потому что жираф находится со своим ребенком и очень проявляет бдительность и осторожность. Жираф как раз нам показывает место, где, возможно, лежит хищник. Попробуй вот его найди в такой траве, он может лежать вообще где угодно, в метре. Еще и ветер колышет. Дальше встречаем большое стадо антилоп гну. Если в Танзании их огромное количество, то здесь гну – это нечастый экземпляр. Далее выезжаем к озеру, и по лицу Стива я вижу, что он очень сосредоточен и старается кого-то найти. В разговоре с Сипой я слышу слово «чита». Постойте-ка, как чита? Мы же ищем леопарда. Спрашиваю Стива про леопарда. Он говорит, что леопарда никто не видел ни вечером, ни утром, и найти его шансов мало. А вот читу, то есть гепарда, в данный момент мы и пытаемся встретить. Я понимаю, что это заключительная наша поездка, и до ее окончания осталось 1,5 часа. И скорее всего мы вряд ли кого-то кроме импал или зебр увидим. Чита.
Рейнджер увидел гепарда и показал рукой в сторону озера. Действительно, целых 2 гепарда. Вот это повезло. Но далековато, конечно. Стив, прочитав их траекторию движения, объезжает по дороге и встает в нужном месте. Ждем. Дорогу пересекают 2 бородавочника, и я подумал, что значит встали там, где надо. Они точно знают, от кого бегут. И буквально через 20 секунд на нас вышли 2 огромных грациозных кошечки, самые быстрые на земле. Да, после таких гепардов все забыли и про недостающее звено в нашей пятерке – леопарда. Видимо, это будет нашим незакрытым гештальдом, а значит, мы еще в Африку приедем. Очень грациозное и красивое животное. Конечно, это не вот тебе прям близко, не в 2 метрах, но тем не менее разглядеть всю грацию и размер этих животных у нас получилось. После этого мы заехали в потрясающее место под раскидистое дерево, чтобы перевести дух, сделать фоточки, попить водички и поделиться своими эмоциями. Вот в таком прекрасном месте, по сути, мы заканчиваем наше сафари, и нам предстоит 30-минутный путь до дома. И на этом, по сути, все. Уже по дороге домой мы нашли еще один артефакт. Смотрите, какую находку мы нашли. Это, так сказать, иголка дикобраза. Она достаточно твердая, ей можно выколоть все, что угодно. И глаз, и поранить туловище. Очень опасная штука. Снова зебры, идущие по дороге, и одна из них была без хвоста и имела следы чьих-то зубов на ноге. И это не мудрено, это дикая природа, и тут это неизбежно. Вот уже виднеется наш лодж, и на этом, по сути, все. Вот и закончилось наше сафари, собственно, как и все африканское большое путешествие. Сказать, что оно было интересным, это не сказать ничего, потому что оно было максимально насыщенным, оно было очень разнообразным. Мы познакомились с бытом многих африканских племен, увидели разные страны, увидели животных в их естественной среде и увидели, так сказать, современные города, которые не всегда являются безопасными. Многим, наверное, из вас интересно, сколько это стоит. Но в интернете достаточно много информации о том, сколько стоит африканский сафари. Могу лишь сказать, что ценник будет складываться из следующих опций. Это вашего проживания, потому что лоджии бывают разного уровня, и, собственно, насыщенности ваших активностей. Стоит ли сафари того, чтобы платить за него достаточно большие деньги? Ведь многие сейчас скажут, что поехать в Турцию или в Египет, в Эмираты или в Таиланд – это гораздо дешевле. С одной стороны, конечно, да. Но что вы там увидите, кроме привычного пляжа, 5-звездочных отелей, коктейлей и шума моря? Здесь же вы сможете познакомиться с животным миром в их естественной среде. И это бесценно. Более того, когда вы едете на сафари, вы своим вливанием ваших денежек поддерживаете жизнедеятельность и национальных парков, и местных жителей. И это ваш бесценный вклад в развитие этих государств. Ну и по традиции, если вам понравилось это видео, я прошу вас поставить лайк, подписаться на канал, чтобы не пропустить следующие истории, ну и задать вопросы в ваших комментариях. Я прощаюсь с вами. С вами был Сергей Завидов, канал Мир без границ. До новых встреч! Маленькие дети, не за что на свете не ходите в Африку гулять.